Еще раз, коллеги, привет, с вами Атлант. Подписывайтесь ко мне в телеграм-канал, называется BitAtlant, ссылки внизу в описании. Торгую я на бирже BingX через терминал TradingView, это то, что вы сейчас видите. Внизу есть торговая панель, нажимаем и подключаемся к этой бирже. Можете торговать на любых других, да, если вы там через Binance торгуете, можно его подключить. Очень удобно торговать через терминал TradingView. Это встать в шорт, это встать в лонг, настройки, нажимаем настройки, торговля нажимаем, да, и настраиваем себе. То есть раз настроили себе позицию, то есть определенные там, например, взяли там сколько там $100, да, взяли позицию, поставили себе, сразу выбрали маржу, плечо 50, выбрали маржу, например, $100, да, плечо 50 или там 20 плечо или 5 плечо, кто с каким торгует. И все. И дальше сделали размещение заявок без подтверждения. Нажали, и у вас потом следующее открытие в шорт или в лонг будет сразу автоматом именно тот ваш выбранный объем постоянно выставляться, да, то есть и вы будете видеть, откуда у вас открывается позиция. То есть, например, сейчас вот Атлант вниз, сейчас рынок вниз откатился, да, и отсюда хотелось бы отсюда взять позицию в лонг, да, то, что у нас как раз вот верхняя эта грань, откуда он опять начинает отталкиваться, и отсюда можно встать в лонг, так, нажали, да, позицию, ну, у вас ушел вверх, в смысле, отсюда закупили, все, и он пошел в плюс. В плюс подходит, сразу можно подтянуть стоп-ордера, да, под низ, чтобы, если он будет вниз разворачивать, чтобы у вас минус был минимальный. Ну и ловить, куда он дальше наверх пойдет. По вот этому движению. Так, из закрытой группы, ребята, из закрытой группы не надо ничего сбрасывать. Вы вводите в заблуждение, это мистер Андрей вас касается. Не надо из закрытой группы ничего сбрасывать, потому что я вас успел предупредить, да, что у нас вот это вот накопление. То есть у вас предположение было, что мы вниз пойдем, потому что, да, действительно есть такое предположение, потому что есть стратегия тройка, да, и по ней у нас расстояние мы хорошее прошли, потом откатились, да, от нижней грани к верхней сюда подошли, и есть такая возможность, как раз вот эта верхняя грань, одна же самая, да, она нас может вниз утащить, причем сильная, и они это начали делать. Но потом в какой-то момент, вот здесь, да, когда мы были, я показал эту ситуацию в закрытую группу, то, что нас, скорее всего, будут собирать вот этот треугольник, ну, я вот здесь чуть больше поставил, в общем, вот этот треугольник, который попытались пробить вниз, и тут же его откатили назад, да, и отсюда можно было, вот на заходе в него, можно было брать эту позицию, да, и полетели вверх. И вверх вот эту высоту, которую я сюда ставил, так, а я уже удалил, да, здесь, ну, в общем, вот она, высота моя была, заканчивалась вот здесь. Сейчас покажу, чтобы не быть голословным. Так, здесь верхушка. Ну вот он опять вот не берется вот так. Вот это верхушка получается и низ. Вот этот. Так, и отсюда у нас все съехало сейчас. Это верхняя часть, это здесь. Нижняя. И на высоту этого паттерна, да, получается, вот в эту область. Даже чуть-чуть что-то. Ну, у нас вот ошибка получилась на $43, да? Ну, 43-45 долларов. Довольно-таки большая ошибка. Почему не добили, непонятно. То есть кто-то не дал отработать именно вот этот вот паттерн. Не дали его нормально вверх. Но сделали откат, опять же, к этой трендовой. И тут нужно следить. У нас вот два момента. Старой трендовой, которая
здесь касание, здесь, да, это тоже сильный такой вот этот косой уровень, ну, косая линия, да, это трендовая. По ней, за ней тоже имеет смысл следить, так как она у нас, мы ниже протянем сюда, так, и наверху касание сделали, да, вот оно. Обратите внимание, поближе посмотрим. Обратите внимание, у нас цена зашла в нее, да, и начала откупаться. И здесь нарисовал паттерн пинцета. Но вообще это обычно разворотный паттерн, да, то есть он должен был рисоваться, если бы мы вниз падали, да, и там бы вот здесь, да, где-нибудь отрисовали его как вот. Но это не сказать, что это пинцет. И здесь не пинцет. Пинцет это когда фитили на одном расстоянии и тела свечей на одном уровне цены. Пока. Вот, в общем, вот это трендовая и нижняя. Нужно за вот этим моментом следить. Если будет пробой вниз, тогда отмена этого сценария лонгового. Но здесь сильно смотрится лонговый сценарий. И Атлант лонговый, и выход у нас сделали пробой, да, вот этой трендовой. Идея заключается в следующем. По уровню Фибоначчи выход. Цель показывает нам 61,8, 1,61,8 золотое сечение, да, в район 23 400. Но для начала это выход на высоту этого паттерна. То есть вот этот паттерн, который мы здесь собрали, да, V-образный, и на выходе здесь тоже вот он собирала, сделали треугольник, вот этот вот. И на эту высоту мы выскакивали, только не выскочили, а сделали выход. Сейчас сделали ретест, но и мое предположение дальше. Нормальный, правильный ход цены должен пойти вот в эту область. То есть ближайшее это 23 322, ну и соответственно тут рядом как раз фибу, обычно ее зацепляет цена. Вот эта точка, куда я ожидал, что цена придет, но она, видите, да, у нас пришли в эту зону проторговки и психологический уровень сопротивления, и нас отсюда отбили пока. Посмотрим, как он ретест сделает еще раз. Будет ли ретест, потому что эту трендовую зацепляли, но цена, видите, как бы обратно возвращается. То есть есть и большое желание, да, у нее как бы сделать ретест этого уровня внутреннего. Если сделать ретест, пойдет наверх, но отсюда можно хороший попробовать взять лонг позицию, но опять же с коротким стоп-ордером, прям с коротким стопом. И не уходить далеко от рынка, чтобы закрыть. И поставить take profit на в район 23 200, 250 и 23 300. Вот эти вот области. Так, все, сейчас лишнее с графика удалю. Хотя вот это можно, этот момент можно оставить. Так. И это у нас все дело на Америке, да, сейчас идет. Да. Так. Это один момент. Это один момент. Так, Китай, Америка. Так, сейчас это тоже дело убираю. Это золотое сечение. Стоп. Где-то у нас, да? И 78% под верхушку сюда. Здесь касание, здесь. Сейчас.
Ну и время, которое, ну, можно предположить, да, поскольку у нас это трендовое, важное, это важное трендовое, где будет касание. Обращаю внимание, кстати, я просто сейчас выделил, это 61,8 золотое сечение. Когда мы растем, часто бывает от уровня 61,8 именно оттуда отталкивается и уходит цена потом вниз. А когда мы падаем по фибе на 78% чаще всего. Именно шортовые фибы 78 цепляет, лонговые 61,8. Золотой карман. Так вот, сейчас если рост будет все-таки показывать, да, и будем сюда вверх идти, то вот в эту область как раз к Паулю, после которого можно будет хорошо прошортить. Далее, зона повышенной волатильности у нас в этом накоплении так, это здесь у нас, ну вот, правильно было бы изменить трендовую, но она тут сильно идет. Трендовую этого накопления, зараза. Не могли как попилить, да, вот сделать один ход, распилить, и вот этот уже совершенно другой паттерн собирать. Ушли вниз, и вот это все вот это накопление сделать как другой паттерн. И я могу ошибаться, поэтому сам выход, возможно, нужно просчитывать вот таким образом сейчас. Вот так. Это нижняя трендовая, да, и верхняя трендовая. То есть получается зона повышенной волатильности должна быть где-то вот в этой области. Где-то вот здесь. Это четверг, 9 число, 9, ну, 9 число. Да, 9, 10. Сейчас, секундочку. Так. 9, 10, нет, не проходит. Смотрите, еще у нас сейчас идет полнолуние. Это все дело идет к новой луне. А новая луна у нас будет в 20-х числах. Это 12, 10, 12, 14, 16 примерно, да, где-то вот здесь 20. И к вот этому моменту могут нарисовать рост. Могут. Опять же, нужно следить за районом 22, 3 шестерки. Тут даже вообще правильнее смотреть сейчас за двумя районами. 23 тысячи ровно и 22 тысячи 600. Вот эта область. Как раз что на выходе выше этой зоны лонг приоритет, ниже шорт приоритет. Нет, все-таки трендовый лучше вот эту держать, оставлять, которая нижняя. Здесь не было как самого закрепа, да. Ну да, у нас тело свечи здесь перекрылось. Я вот на что не обратил внимания. И это фитили сюда ушли. Но вообще правильно. Видите, да, как сделали пролив, чтобы сбить с толку, грубо говоря. Поэтому и непонятки есть небольшие вопросы. На 15 минутке, вот видим, да, тоже опять же отбивается, пока уходит. Вроде хочет развернуться и добить до нашей цели. Это высота. Так. Если все так проходит, как предполагается, и выходим в эту часть, и далее цена будет подниматься в боковике или каким образом она придет сюда. Я не могу конкретно сказать и показать, да, потому что это прям нереально просчитать прям четко, ну иногда получается. Но
это уровень 61,8, 78,6. То есть либо к 7 февраля, сколько тут, 10 утра, либо 9 вечера должны прийти примерно вот этим, в эти районы. По-хорошему, это не то, что мы не должны, это предположение, что у нас сюда цена может прийти. Например, подняться сюда, да, и каким-то боковым движением дойти, может даже сквиз сюда сделает, то есть прийти к верхней вот этой грани в какой-то этой области. И было бы это все красиво сделано к ФРС, или такое, знаешь, как боковое движение здесь сделать, да, и к ФРС выйти в эту область, к вот этому накоплению, сделать ложный пробой наверх, где забрать даже выход наверх, ретест, опять небольшой ход цены, но не перебивать этот хай, не перебивать его, и накопление, и вот в этой области сделать, как оно любит делать, да, вот этот выход, ретест, сюда накопление, и потом прям большим сильным движением пробиться, да, в зоне повышенной волатильности, в области повышенной волатильности, просто улететь вниз. Причем не просто улететь вниз, а пойти массивным движением, все это накопление, ну, уносить в эту область. Там нас ждет жирный кот. Так, ну все, ребят. Предположение показал. Ну и, соответственно, по Атланту будем разворачиваться, если он сейчас будет разворачиваться. Сейчас Атлант лонговый, то есть имеет смысл держать к этим уровням. Дальше смотреть опять же по накоплению, что буду делать, как вот здесь собрали хорошую интересную структуру, да, V-образный разворотик такой. Цели есть, куда мы должны прийти. И опять же, придем к этим целям, части позиций закрыть, части перевести в безубыток. И дальше смотреть, куда дальше цена пойдет. Важный уровень трендовый, да, выше лонг, ниже шорт. Так, подписывайтесь ко мне в телеграм-канал, ссылка внизу в описании. Торгую на бирже BingX. Подключить ее к терминалу TradingView очень легко, где вот здесь торговая панель внизу, нажимаем и выбираем из списка брокеров, выбираем тех, кем пользоваться собираетесь. Да? И основной у меня BingX, кстати, у которого больше всего звездочек, да? В общем, и торгуем прямо из этого терминала. Это встать лонг, это встать шорт. В настройках можно настроить торговую свою систему торговую. Разберетесь. Так, что еще? Ребята, кто работает с нами в платной группе, да, на Атланте, зайдите в свой кабинет и измените режим со светлого на темный. У кого светлый режим, переключите на темный. Светлый режим показывает, ну, лишние моменты и не показывает, да, белые отрисовки, где я делаю, он этого не показывает. То есть, но зато хорошо видно зоны неопределенности, когда вниз идем, да, тут неопределенность медведей и остановились, да, потом начинает расти неопределенность быков и провалились дальше. Тут спуск пошел снизу, да, больше неопределенность медведей, да, опять же вниз шли, остановились, развернулись. Эти области неопределенности, их нужно со временем начинаешь понимать, но к ним нужно привыкать. И я ими практически, ну, пользуюсь немножко по-другому. По поводу Атланта видите, как работает. То есть вход, пошли, тут же перекрылись, вниз ушли, закрылись, ничья. Здесь у нас лонг был хороший, да, где он, вот лонг он давал, да, и мы здесь этот момент проторговали, кстати.
хорошо видно. Шорт забирали здесь. То есть все вот это движение